Если вы утром встали, выпили воды и побежали в туалет, скорее всего, у вас все в порядке со стулом. Но если нет, послушайте внимательно, потому что этот ролик может вам помочь. До 30% людей сталкиваются с запорами, но многие даже не подозревают, что у них есть вообще-то эта проблема. Меня зовут Ольга Адильевна Колокольникова. Я руководитель Центра гастроэнтерологии. В этом ролике я дам вам 6 советов, которые помогут вам избавиться от запоров, но нужно всегда помнить, что это не отменяет необходимость осмотра врачом, потому что запор может быть причиной грозных заболеваний. Что считать запором? В норме стул может случаться у человека раз в 1, 2, 3 дня, либо даже 1, 2, 3 раза в сутки. И это варианты нормы. Что касается консистенции стула, то тут тоже есть варианты. Стул может быть от мягкой колбасы до кашицеобразного, если это не системно. И существует так называемая специальная бристольская шкала, по которой врачи определяют качество стула и начинают думать в сторону того или другого заболевания. И по этой бристольской шкале мы можем определить, какая функция страдает в работе кишечника. Но какие симптомы могут указать на запор даже с нормальной кратностью стула? Например, чувство неполного опорожнения кишечника, необходимость натуживания, сложность при дефекации. Вот такие симптомы, они тоже могут свидетельствовать о запоре. Довольно часто слышу вопросы о том, что если стул не каждый день, то это точно запор. Теоретически да, стул должен быть каждый день. Но мы же едим каждый день, у нас микробиот рождается килограмм в день. Мы должны ходить в туалет ежедневно. Но вариации 1 раз в 2 дня, крайне редко 1 раз в 3 дня, тоже допустимы, и это еще не говорит о том, что это патология. Какие причины приводят к запору? Первая причина – это нарушение моторики, сократительной способности кишечника. Причем нарушения эти могут быть как в одну сторону, в сторону спазма, так и в другую сторону, в сторону расслабления. И то, и другое будет приводить к запору. Причины вот этого нарушения моторики либо стресс. Ну вот представьте себе, я громко хлопнула, вы же все сжались, напряглись. То же самое случилось с нашей кишкой. Кишка спазмированная не способствует нормальной дефекации. И одна из самых частых причин синдрома раздраженного кишечника с запорами именно вот спазм кишечника. И проявляется это запорами, это может быть просто синдром раздраженного кишечника. Кстати, многие думают, что синдром раздраженного кишечника, СРК, это обязательно поносы. Вовсе нет. Довольно часто мы видим синдром раздраженного кишечника с запорами. Это происходит все из-за того же спазма кишечника, который, к сожалению, не может протолкнуть нормально пищевой комок, и наступают запоры. Если страдают гормоны щитовидной железы, это приводит к тому, что моторика резко ослабляется, и мы видим запоры, связанные с нарушенной работой щитовидной железы. И тогда мы этого пациента отправляем к эндокринологу. Если пациент принимает огромное количество, например, кардиологических препаратов, это тоже может ослаблять мускулатуру и приводить к запорам. Какие еще частые причины нарушения моторики? Сахарный диабет. При сахарном диабете наступает атония и желудка, и кишечника, и пациент все реже и реже ходит в туалет, набирает вес, усугубляя течение сахарного диабета. Есть, конечно, грозные симптомы, когда нарушение моторики связано с тем, что существует сдавление извне. Это чаще всего бывает онкология, либо какие-то хирургические тяжелые проблемы. Поэтому если запор возник вдруг, точно, срочно надо идти к врачу. Вторая причина запора – это нарушение желчевыделения и желчеоттока. То есть либо желчи мало секретируется, либо она плохо оттекает. А желчь – это очень важная субстанция в нашем организме. Она регулирует большое количество процессов. Не только переваривание, но и вот эту двигательную способность кишки продвигать каловые массы вниз. И при недостатке желчи мы довольно часто видим запоры. И первое, на что обращает врач внимание, это на функцию желчного пузыря. При недостаточной функции желчного пузыря или недостаточной выработке печенью желчи мы видим запоры. Забегая вперед, важно сказать, что мы можем регулировать желчеотток приемом пищи. Здесь очень важно соблюдать такой жиросодержащий завтрак. Плотный, сытный, обязательно с маслом или с кусочком семги или с жирным сыром. Этот завтрак способствует желчеоттоку и точно будет помогать лечить запоры. Третья причина запора – это нехватка жидкостей. Ведь не секрет, что вода всасывается именно в толстом кишечнике. И если организму не хватает воды, он забирает из пищевого комка, уплотняет массу и возникает запор. Поэтому
вода – это очень важный компонент нормального пищеварения и продвижения пищевого комка по кишечнику. Без воды нормального стула не будет. Четвертая причина запоров очень важная – это недостаток клетчатки в нашем рационе. И довольно часто я слышу такие возражения, как «да я ем клетчатку, я вот сегодня ел салат из помидоров и огурцов». Товарищи, помидоры и огурцы – это прекрасный продукт. И это про воду, о которой мы говорили в третьей причине. Это в основном вода. Клетчатки там всего 10-15%. Поэтому да, пожалуйста, помидоры и огурцы, но их не хватает. Добавьте туда листовой зелени, добавьте туда семена, добавьте туда морковку, болгарский перец, и тогда клетчатки будет чуть-чуть больше. Еще одно возражение, с которым мы часто сталкиваемся, особенно в соцсетях. Клетчатка вызывает запоры, я там выпил клетчатку, и меня заперло навсегда. Да, при неправильном приеме клетчатки она разбухает, забирает всю ту же воду и превращается в цемент, цементируя ваш кишечник. Но это не потому, что клетчатка вызывает запоры, а потому что вы пьете недостаточное количество воды, вы ее принимаете неправильно, слишком много. Кишечник должен постепенно привыкать, и мы даже даем своим пациентам рекомендации не больше 5 грамм в день мы увеличиваем клетчатки. Начинаем там с 5-10 грамм, потом 15 грамм, потом 20, чтобы кишечник постепенно подстроился и научился с этой клетчаткой работать. Ведь клетчатка – это пища не для нас, это пища для бактерий. Бактерии ее переваривают, и если у вас нет нужных бактерий, эта клетчатка будет балластом, она вам в таком объеме будет не нужна и тоже спровоцирует нарушение моторики. Поэтому аккуратно с этим. Лучше спросить у врача, но клетчатка крайне важный компонент нашего рациона. Пятая причина запора – это нарушение микробиоты кишечника. Это моя любимая тема, говорить о ней можно очень много и долго, но суть в 3 словах. Именно микробиота участвует в переваривании и в синтезе огромного количества веществ, в том числе регулирующих моторику. И если вырабатываются не те нейромедиаторы, то кишечник стоит. Если патогенная микробиота преобладает над нормальной, организм останавливается, и это вызывает запоры. Поэтому дисбиоз, синдром избыточного бактериального роста, тяжелые кишечные инфекции довольно часто могут протекать не с поносом, как мы знаем и привыкли, а с запором. Поэтому запор тоже нужно лечить воздействием на микробиоту. Я слышал, что часто говорят про вот эту ось мозг-кишечник, и слышал в каком-то тоже ролике на YouTube или в статье читал, что якобы микробиота общается с мозгом через что-то там, уже не помню, и как бы это вот эта связь очень важна. Да. О чем речь? Микробиота действительно общается с нашим мозгом. И действительно существует эта ось мозг-кишечник. Что первично, я вам не скажу, и никто из ученых не скажет. Но мы приручили микробиоту, мы разрешили им у нас жить, мы их кормим. Домашние питомцы. Это домашние питомцы. Да, это наш зоопарк домашний. Мы их кормим, заботимся о них, а они заботятся о нас. Они вырабатывают нам огромное количество витаминов, полезных веществ и регулируют поступление этих полезных веществ. Патогенная микрофлора способна вырабатывать специальные нейромедиаторы, которые, попадая в мозг, усиливают вашу тягу к сладкому, тягу к булочкам. Поэтому все любители круассанов, обратите внимание, у вас, скорее всего, ненормальная микрофлора в кишечнике. Она регулирует вашим аппетитом. Вы хотите, чтобы кто-то вместо вас регулировал вашим аппетитом? Нет? Вы все-таки хотите управлять своим здоровьем? Тогда надо подумать о том, почему моя микробиота управляет моим аппетитом, моими пристрастиями в еде, и исправить эту ситуацию с помощью гастроэнтеролога. И 6-я причина запоров – это гиподинамия, недостаточная физическая активность. Кишечник – это мышечный орган, и он находится в мягком животе, у него нет вокруг костей, которые бы его держали в тонусе. Для того, чтобы кишечник хорошо работал, нужно высокое внутрибрюшное давление. Оно создается, например, жиром. Вот пивные животы, вот эти толстые, пышные люди, у них, как правило, очень высокое внутрибрюшное давление. Кишечник находится в состоянии все время вот такого повышенного тонуса. Это нехорошо. Это не добавляет здоровья кишечнику. Он либо спазмирован, что тоже может вызвать запоры, либо не может самостоятельно сокращаться.
Как только человек начинает больше двигаться, больше шевелиться, я вам даже могу пару упражнений показать, прям как вы можете сидя тренировать свой кишечник. Поставьте лайк этому ролику, и я вам покажу парочку упражнений интересных, которые можете делать прямо не вставая с кресла или с дивана. Как можно больше двигаясь, мы улучшаем кровообращение, улучшается не только состояние эпителия кишечника, но и мышечного вот этого каркаса кишка лучше сокращается, и мы видим улучшение моторики. Поэтому пациентам с запором мы настоятельно рекомендуем больше двигаться. Теперь поговорим, как простыми способами можно наладить стул. Но первое, с чего бы я начала, это рано утром потянуться сладко. И первое, что сделать, сначала все-таки сделать зарядку. Пускай она будет минимальная, пускай она будет в постели. Длительное подтягивание – это тоже зарядка. Начните, пожалуйста, прямо вкусно потянитесь, расправьтесь, почувствуйте, как у вас запустился кишечник. После того, как вы сделали разминку, поподнимали ноги, поскручивались, вы должны все-таки прийти на кухню и выпить теплой, горячей либо холодной воды. Это зависит от вашей конституции. Общих рекомендаций нет. Я предпочитаю пить горячую воду, градусов 55. Стараюсь в нее ничего не добавлять. Как только мы добавляем в воду что-то для вкуса, это становится уже едой. У меня был курьезный случай, когда многие приветствуют такое употребление воды с уксусом, и моя подруга, очень близкая мне, выдала мне выпить утром вот такой стакан воды с уксусом, и я столкнулась с тяжеленным приступом панкреатита. Гастроэнтеролог. Это было в поездке, и это доставило мне некоторые неудобства. Поэтому, конечно, это индивидуально. Если вы хотите поэкспериментировать, спросите у врача и прислушайтесь к себе. Потому что вот такое добавление меда, каенского перца, уксуса, лимона, это, во-первых, убивает смысл употребления воды, потому что это уже не вода, а еда. Во-вторых, это очень индивидуально и далеко не каждому подходит. Третий пункт, который я вам активно рекомендую добавить в свой рацион и прямо с самого раннего утра добавить клетчатку, это фрукты. Самое лучшее время для употребления ягод и фруктов – это утро. Пожалуйста, добавьте в ту еду, которую вы принимаете привычно, семена чиа, семя льна, добавьте мак, добавьте другие семена, которые вам нравятся. Обязательно добавьте орехи. Вы должны съедать горстку орехов в сутки. Причем есть такое у кардиологов негласное правило, с которым я соглашусь, что нужно есть не меньше 5 разных орехов в день. То есть вот набираете разных орехов в пригоршню и можете по одному, можете как-то в разнобой, но в течение дня эти орехи есть. Это отличная клетчатка и сразу с жиром, так что это будет полезно. Обязательно добавляйте фрукты в ваш рацион. В первую половину дня это будет очень уместно. И мы все знаем, что киви, курага, чернослив, сушеные персики, боже мой, как это вкусно. Добавляйте их в рацион, пожалуйста, утром, добавляйте их в рацион в обед. Вечером не рекомендуется. Это все-таки быстрые углеводы с высокой вероятностью, если вы не потратите их физически, они пойдут в жир. Если вы не хотите набрать жир, то употребляйте фрукты в первую половину дня. Но клетчатка может быть разнообразная, поэтому в течение дня вы обязательно добавляете салаты, запеченные овощи, баклажан запеченный с фета, с кедровыми орешками. Правда вкусно? Делайте это, пожалуйста. Камбуча, чайный гриб, капуста, квашеные яблоки, клюква. Это все исконно русские продукты. Репа. Кто из вас последний раз, когда ел репу? Обычную репку, маленькую, белую, крепкую. Она, во-первых, вкусная. Во-вторых, это кладезь полезных элементов. В-третьих, это большое содержание клетчатки. Вспомните про репку, пройдите по всем рынкам вашего региона и найдите поставщика, кто даст вам репку. Ешьте ее хотя бы 2 раза в неделю. Гастроэнтеролог вам не понадобится, а я умру от голода. Я где-то читал, что исследование, что 2 киви в день как бы доказано помогает, вот если есть проблемы с запором. Кому-то да, кому-то 8 надо. То есть это, в целом киви помогает, да? Да, киви помогает. Киви – это клетчатка, киви – это витамин С. В киви есть специальное вещество, я уже сейчас его не назову какое, которое тоже немножко ускоряет перистальтику. Там есть семена, которые раздражают и немножечко ускоряют перистальтику. Поэтому да. Следующий важный момент – это плотный жирный завтрак.
Мы уже об этом немножко говорили, и я еще раз напоминаю, что безжировая диета – это не полезно никому. Мы даже пациентам с тяжелым панкреатитом рекомендуем небольшое количество жира. Особенно утром. Нам нужно запустить желчеотток, нам нужно усилить сокращение желчного пузыря, и с этим хорошо справляется жир. Поэтому, пожалуйста, добавляйте, если у вас нет вкусного жирного сыра, ну, добавьте ложку растительного масла хотя бы, либо намажьте сливочное масло на бутерброд и прямо почувствуйте, как он помогает вам быть здоровым. А почему жиры лучше за завтраком есть, употреблять в основном? Да нет, в обед тоже их надо есть. Просто чаще всего утром все едят какую-то там кашу съели и побежали. А жиры мало кто ест. Хотя яичница – это вот прямо самый сбалансированный завтрак в смысле того, что там есть и белок, и жир – это желток. Поэтому яичница – это очень хороший сбалансированный завтрак или вареное яйцо, потому что там есть достаточное количество белка, там есть жир, содержащийся в желтке, поэтому это сбалансированная еда. И очень важный момент, без которого кишечник не работает, это движение. После завтрака, после обеда, после ужина не садитесь сразу с телефоном или с пультом от телевизора. Пожалуйста, походите. 20-30 минут быстрой интенсивной ходьбы будет вам на пользу. Если у вас есть возможность, просто попереминайтесь ногами, глядя в окно. Нам нужно отключить зрительный анализатор, нужно немножечко переключить мозг. Постойте у окна, посмотрите вдаль, переминаясь с ноги на ногу. В этот момент включается мышца брюшного пресса, в этот момент лучше идет кровоснабжение и нет большой нагрузки, которую не нужно делать сразу после еды. Но любое движение ногами после еды полезно. И еще один момент, о котором говорят, кстати, почему-то очень редко. Это правильная поза на унитазе. Почему раньше люди ходили в туалет, присаживаясь на корточки? Очень важно вывести прямую кишку в правильное положение. У нас такой физиологичный изгиб толстой кишки, сигмовидной кишки, что она находится чуть ниже прямой кишки. И для того, чтобы сделать этот процесс физиологичным, нам надо немножко изменить положение таза. Самая лучшая поза для этого – это приближенные к телу колени. Поэтому, поскольку цивилизация дала нам такое чудо, как унитаз, мы используем, конечно, унитаз. Я не предлагаю вам садиться на колени во дворе, на корточки во дворе, но, по крайней мере, поставить скамеечку небольшой высоты рядом и поставить ноги на эту скамейку, вы выведете свою прямую кишку в правильное положение, вам не придется тужиться, у вас все пойдет как по маслу. Дорогие друзья, пожалуйста, если у кого-то из вас, либо у ваших знакомых есть такой симптом, как запоры, обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самодиагностикой. Это может быть просто симптом какого-то другого заболевания, или это может быть очень грозный симптом. Вам нужно разобраться с причиной нарушения вашего стула, приходите к гастроэнтерологу.